Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 14-й выпуск видеожурнала HireSet. Сегодня мы покажем вам 4 сюжета. Коктейльная прическа, выполненная мастером международного класса Натальей Риваненко. В данном выпуске мы покажем вам женскую стрижку, выполненную по системе Axiom. Художественные элементы в макияже, выполненные Марией Мойланен. В очередной раз мы покажем вам сюжет об фундаментальных знаниях и затронем тему обесцвечивания. Все материалы будут основаны на исследованиях системы Axiom. Love and happiness. Косу начинаем плести с угла пробора. При помощи лака делаем предварительную фиксацию волос. Плетение выполняем на заданной нами высоте. При этом высоту можем варьировать в зависимости от строения черепа клиента.
Love and happiness. Стрижку выполняем, используя разделение третьего лекала системы аксиом. В нижних зонах выполняем стрижку с движением от лица. Проборы выделяются обратно диагональные, оттяжка по отношению к пробору 90 градусов и с углом среза 135 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия стрижки прямая. Продолжаем выполнять стрижку нижней зоны по заданной схеме. Проборы выделяются обратно диагональные, оттяжка по отношению к пробору 90 градусов и с углом среза 135 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия стрижки прямая. Фронтальную часть стрижем вертикальными проборами с оттяжкой по отношению к пробору 90 градусов и с углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия стрижки прямая.
Высушиваем волосы феном, не создавая сильного прикорневого объема. Точечным срезом оформляем линию окантовки стрижки. Love and happiness. Основным акцентом нашего макияжа будет стрелка, линия которой будет параллельна движению брови. Добавляем перламутрового бело-оранжевого оттенка. Стрелку рисуем при помощи акварели, расширяя ее к внешней стороне глаза.
На губы наносим глянцевый блеск. Внутреннюю часть губ прорисовываем акварелью коричневого цвета. Блондирование – это полное разрушение пигмента. Блондирующие красители в основном выпускаются порошкообразные. Мягкие блондирующие красители, так называемые безаммиачные, чаще всего имеют вид геля или крема. Блондирующие красители работают со всеми видами окислителей. При этом основной задачей данного вида красителей является сильно разрыхлить кутикулу волоса и внедрить в него огромное количество атомарного кислорода. Который уничтожит как натуральные, так и косметические пигменты в кортексе и кутикуле волоса. За образование атомарного кислорода, как и в перманентных красителях, отвечают аммиак или его производная и перекись водорода. При этом задача аммиака – это разрыхлить кутикулу волоса, а также при помощи своего свойства основания дать реакцию разложения перекиси водорода на воду и атомарный кислород. Равномерность реакции и ее мягкость будет формироваться в результате регуляторов, добавленных в красители. А вот жизнь регуляторов реакции будет напрямую зависеть от силы окислителя. Поскольку чем выше процент перекиси водорода, тем быстрее уничтожается регулятор реакции. Это приводит к бесконтрольному движению атомарного кислорода и агрессивных компонентов в волосе, что влечет за собой повреждение структуры. Если вы заметили, в работе получить чистый фон осветления при помощи 3 или 6% окислителей намного легче, чем получить его при помощи 12%. Здесь как раз и кроется регулятор реакции. Давайте рассмотрим схематический пример по рассеиванию пигмента различными окислителями. Как вы заметили, при неконтролируемой реакции с 12% окислителем вы также добиваетесь минимального количества пигментов в кортексе, только их расположение диффузно и приводит к сложности тонирования и нейтрализации. При работе с 4% окислителем вы получили осветление равномерное, и весь остаточный пигмент сформирован внутри стержня волоса, что позволяет легко нейтрализовать его или затонировать. При этом в первом случае мы получили повреждение структуры, а во втором сохранили волос. Выводы остается делать непосредственно вам, как и в принципе принимать решение. Что важнее, быстрое время воздействия или сидеть подольше, но сохранить качество волос и при этом сделать более светлый цвет. Но необходимо сделать оговорку. Порошок имеет свойство высыхать.
и как только он засыхает, реакция становится вялотекущей. Поэтому при открытых техниках мелирования мы всегда берем высокий процент перекиси водорода. Во-первых, это обусловлено быстрым высыханием продукта, а во-вторых, реакция выхлопа атомарного кислорода на открытом воздухе быстро убивает излишки агрессивного атомарного кислорода. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в группы ВКонтакте и Facebook. И не забывайте ставить лайки, нам это очень важно. Оставляйте свои комменты на сайте Hair Club, и мы на них обязательно ответим. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет, до встречи в следующем выпуске. Love and happiness. Love and happiness.